Сегодня особенный выпуск. Уже по фону позади можно догадаться. Совсем скоро я сяду за руль той самой Audi, которая определит будущее марки. Вот она прямо за моей спиной. Ух, какая тяга. Разгон до 90 км в час, просто отличная динамика. Здесь задний привод. Полностью электрическая система, а трасса закрыта и оформлена в раллийном духе. Инженер Audi рядом уже машет. Томас, поаккуратней. Все-таки перед нами единственный прототип. А теперь познакомимся поближе. Вы только что видели короткий заезд, а дальше покажем больше, как она ведет себя и с закрытой, и с открытой крышей. Пока этот автомобиль носит имя Concept C. С этой машиной у нас есть своя история. На самой первой студийной съемке я, честно говоря, немного опешил, увидев передок. Но так и задумывалось. Audi хотела сделать настоящий дизайнерский будильник, перезапустить стиль и вернуться к корням и снаружи, и внутри. Почти все в этом авто мне сразу понравилось. Разве что решетка показалась чересчур выразительной. А теперь самое забавное. С номерным знаком спереди машина выглядит даже спокойней. Обычно табличка портит дизайн, а здесь наоборот, слегка смягчает решетку. И признаться, я уже к ней привык. Сегодня хочу показать вам, что этот новый автомобиль, купе и родстер в одном, фактически объединяет два легендарных Audi. TT и R8. Вот здесь самый первый TT, экземпляр 2000 года. Разумеется, в классическом серебристом цвете Audi. А по другую сторону первое поколение R8, модель 2010 года с двигателем V8. Визуально все сразу становится ясно. Новый спорткар Audi сочетает узнаваемые линии R8 и TT. По длине около 4,52 метра. Он ближе к R8, но по ощущению за рулем легче, живее и сбалансированнее, скорее в духе TT. Так что это настоящая смесь характеров двух моделей. И совсем скоро мы покажем еще несколько классических Audi, которые тоже вдохновили этот проект. С вами Томас Авточувство, в 4К на весь экран и без купюр. Сегодня у нас Audi Concept C. И когда слышишь слово «концепт», стоит понимать, здесь это уже примерно на 90% готовый автомобиль. И по дизайну, и по ощущениям за рулем. Да, перед нами ручной прототип. Но он уже удивительно близок к серийной версии. Я даже сделал собственный 3D рендер, чтобы представить, как бы выглядел передок чуть спокойней, если убрать нижнюю часть решетки. Она все еще высокая, но теперь не кажется чрезмерно широкой. И если сравнить с предыдущими Audi, то можно сказать, снова тот самый минимализм в чистом виде. Audi прислушалась к отзывам фанатов, в том числе и моим. Я тогда говорил, верните настоящие кольца Audi. И вот они, цельные, алюминиевые, их приятно буквально почувствовать пальцем. Тот же подход ждет нас и в салоне. Возвращение к философии Bauhaus. Чистые линии, четкие формы, скульптурный минимализм, который уже угадывается во внешности. А если кто-то сейчас думает, постойте, но ведь это похоже на новый Jaguar Type 0 или Type 00, то вы не ошиблись. Дизайнер действительно тот же самый, просто теперь он работает в Audi. Это, кстати, тоже стало темой для обсуждений и даже критики. Интересно, насколько по-разному реагировала публика. В Германии новинку приняли с энтузиазмом, а вот международная аудитория оказалась чуть более сдержанной, особенно в части решетки. Были и забавные комментарии. Кто-то назвал ее надгробием Audi, а кто-то шутил, что спереди мини-бар. Но так всегда бывает. Сначала дизайн шокирует, а потом начинаешь к нему привыкать. Теперь я все чаще ловлю себя на мысли, что именно эти скульптурные линии притягивают взгляд. Они мне понравились с самого начала. Они придают машине чистый, выразительный и в то же время узнаваемый облик. Когда мы катались по Южному Тиролю, люди постоянно останавливались, фотографировали, всем хотелось рассмотреть ее поближе. И при этом она полностью электрическая. Так что даже если немного красуешься, делаешь это в полной тишине. А теперь немного интересных технических деталей. Фары здесь очень узкие и действительно двигаются механически. Спереди можно заметить настоящие металлические элементы, даже в решетке. Audi явно делает ставку на подлинные материалы, и это чувствуется не только на кольцах, но и на ощупь и даже на слух. В профиль кузов выглядит чисто и цельно.
Одна плавная выразительная линия. Особенно гармонично это смотрится в версии с закрытой крышей. И да, могу подтвердить. Мягкого верха здесь не будет, только жесткий топ. Но при этом это по-прежнему кабриолет. То есть перед нами одновременно и родстер, и купе. По концепции ближе всего к Porsche 911 Targa, только в полностью электрическом исполнении. Лично я всегда был поклонником мягких крыш. Они легче и снижают центр тяжести. Но Audi решила сохранить силуэт и сделать его ближе к R8. И по длине, и по пропорциям это однозначно больше R8, чем TT. Эта версия стоит на 21-х дисках, и обратите внимание на кольца Audi на ступицах. Они вращаются вместе с колесами, но при остановке остаются идеально горизонтальными. Очень эффектная деталь. Сегодня у нас версия с классической пружинной подвеской и задним приводом. Посмотрим, появится ли позже вариант с адаптивной подвеской или другими настройками. Пока конфигурация настроена довольно жестко. Модификация с полным приводом, конечно, даст еще более динамичное поведение. Но, честно говоря, даже заднего привода здесь более чем достаточно. Вы сами это видели в первые секунды заезда. Масса автомобиля около 1,7 тонны. Это отличный показатель, демонстрирующий, как Audi старалась удержать вес на низком уровне, несмотря на полностью электрическую платформу. А значит, батарея здесь не гигантская, не как у e-tron GT. В данном случае акцент сделан на легкость, маневренность и живую отзывчивую управляемость. Сзади снова фирменные кольца Audi, цельный алюминий, приятно даже просто провести по ним пальцем. Номерной знак сзади вписан гармонично, конечно, табличка не лучший элемент дизайна, но здесь она не портит общий вид, как это бывает. Хотя, как мы уже отмечали, даже спереди в этом был свой неожиданный плюс. Могу подтвердить, заднего окна здесь не будет. Эта часть кузова останется полностью закрытой. По словам Audi, именно так будет выглядеть и серийная версия. Эти вертикальные плавники напоминают позвоночные гребни динозавра. В них встроен дополнительный стоп-сигнал. Кроме того, установлено несколько камер. Верхняя транслирует изображение на салонное зеркало, а другая помогает при парковке. Так что даже без привычного заднего стекла парковаться можно будет спокойно и точно. А вот и тот самый автомобиль, с которого все началось. Гоночный Auto Union Type-C 1938 года с 16-цилиндровым двигателем. Невероятно. Перед нами реплика 1998 года, но сходство заметно сразу, особенно по вертикальной решетке спереди. Именно здесь Audi обратилась к своим корням, черпая вдохновение из собственной истории. Еще одним источником вдохновения стал Audi RS6 поколения C6. Вот этот конкретный экземпляр 2010 года. Именно она первая получила знаменитую решетку Single Frame. И теперь видно, как новый дизайн объединяет идеи обеих эпох. Смотрится эффектно и мощно, хотя раньше кому-то решетка казалась слишком широкой. Поэтому в новом Concept C ее сделали компактней и изящней. И как тогда, здесь снова крупные алюминиевые кольца Audi, настоящие, ощутимые. А какая классическая Audi ваша любимая? И как вам кажется, удалось ли объединить все это наследие в новом Concept C? А теперь к интерьеру, и он действительно впечатляет. Одним легким касанием дверь открывается. Добро пожаловать в новый салон Audi, который задаст направление для всех моделей марки, начиная с 2027 года. В отделке дверей светлые тканевые вставки, почти нет поверхности в глянцевом черном. Это и есть новое дизайнерское направление Audi. Ручки стеклоподъемников классические, а вот эта кнопка отвечает за открытие двери изнутри. Стекла ламинированные для лучшей шумоизоляции. Так что даже с закрытыми окнами в салоне царит тишина. И да, отличная операторская работа от Lee. Руль с настоящими алюминиевыми кольцами Audi на крышке подушки безопасности. Круглый, трубчатый по форме. Напоминает немного руль в моей Audi S5. Посмотрите сюда, на руле снова физические кнопки. Слева кнопка Boost, а эти переключатели позволяют листать цифровые приборы. Справа выбор режимов движения, и каждая кнопка издает тот самый любимый клик Audi. И вот, например, воздуховоды. Все или оцинковано, или анодировано. Отделка на отличном уровне. И снова, видите где-нибудь глянец? Почти нет. Разве что по краям. Но в целом внутри царит чистота и спокойные матовые поверхности. В этом экземпляре установлены тканевые спортивные сиденья с интегрированными подголовниками. Скоро проверим, насколько они удобны. А теперь снова открываем крышу. Это всегда зрелищный момент, особенно с таким механизмом жесткого верха.
Надеюсь, в серийной версии он будет работать чуть плавнее. Напомню, перед нами все еще ручной прототип. Лично я большой поклонник мягких крыш. Они легче, открываются быстрее и часто позволяют сделать это прямо на ходу. Но, конечно, у жесткого верха есть и свои преимущества. Тишина, надежность и более купейный силуэт. А вы как считаете, жесткий или мягкий верх? Можно опустить окно для Ильи, чтобы лучше передать атмосферу салона. И, ого, сразу совсем другое ощущение. Официальный дебют этой модели запланирован на 2027 год. И именно поэтому она так важна. Дело не только в этом спорткаре, который, конечно, выйдет ограниченной серией, а в том, что он символизирует. Concept C задает направление для всех будущих Audi. Идея его дизайна и снаружи, и внутри – возвращение к функциональности, простоте и уважению к наследию. Именно эти принципы сформируют новое поколение моделей марки во всех сегментах. Не в 2026-м, те автомобили уже готовы. Но начиная с 2027 года, каждая новая Audi будет отражать эту философию. И снова почти никакого глянцевого черного. А теперь к основным моментам. Как я уже говорил, на роли снова настоящие физические кнопки, с тем самым фирменным щелчком Audi. Та же философия распространяется и на блок климат-контроля. Сейчас здесь просто заглушка, по сути иллюстрация на сенсорном экране. Но Audi пообещала. В серийной версии вернутся полноценные физические органы управления климатом, как, например, в моей Audi S5. На руле также появятся металлические переключатели с насечкой, тактильно приятные, четко механические. Мне это особенно по душе, ведь именно таких деталей многим фанатам Audi, включая меня, не хватало в последних поколениях моделей. Что касается сидений, пока они не самые удобные. Возможно, в серийной версии их немного доработают, и тогда расскажем подробнее. Сейчас это очень спортивное кресло, и комфортом пришлось немного пожертвовать. Из тех, на которые садишься и сразу думаешь, для длинной поездки не лучший вариант, но для активного вождения самое то. И снова отмечу почти полное отсутствие глянцевого черного. Отличное решение. Для многих из нас это стало принципиальным моментом. Далее экран. Его диагональ около 10 дюймов, и он может убираться прямо в панели. Сейчас покажу, как это работает. Пока что дисплей не полностью функционален, но в серийной версии появится новое аппаратное обеспечение и обновленное ПО. Главная идея показывать только то, что действительно нужно. И снова прослеживается вдохновение моделями TT и R8. Не первыми, а вторыми поколениями, где уже был Audi Virtual Cockpit без отдельного мультимедийного экрана. Похожее решение мы видели и в Audi A3, где дисплей выезжал из панели. Пока не ясно, сохранится ли именно такая схема, но одно очевидно. В этой новой Audi, может быть, она получит название просто Audi C, экран можно будет частично или полностью спрятать. Посмотрим, как это реализуют в финальной версии. А вот здесь, на центральном тоннеле, в нижней части та самая кнопка. Нажимаем, и экран плавно выдвигается наружу. Вот он появился. Это именно тот тип решений, который мне близок. Когда дисплей не нужен, можно просто убрать его и сосредоточиться на вождении, а потом одним движением вернуть обратно. Посмотрим, как именно это будет работать в серийной версии. Если помните, в нашем студийном выпуске на этом месте раньше был небольшой отсек. Теперь его функцию перенесли, здесь находится регулятор громкости. Если нажать левую часть, отсек снова открывается, небольшое, но удобное место для мелочей. А когда крышка закрыта, сквозь нее все равно слегка просвечивает внутренность. Симпатичный дизайнерский штрих. И коротко о цифровой приборной панели. Верхняя часть отображает скорость, а ниже расположен индикатор мощности, как и положено для электромобиля. Разметку можно настраивать, пролистывать разные режимы отображения и выбирать, какую именно информацию показывать на экране. Все читается четко, без лишнего и удобно во время движения. А теперь, друзья, я за рулем Audi будущего. Поехали! Да, разгон впечатляет, динамика серьезная. Перед нами версия только с задним приводом, полностью электрическая, и трасса закрыта, оформлена в раллийном стиле. Инженер Audi рядом уже показывает. Томас, аккуратней, это ведь единственный прототип. Безопасность превыше всего. Но, ух ты, с первых метров ощущается низкий центр тяжести. Батарея, конечно, расположена в полу. Сейчас при отпускании педали газа рекуперации нет, поэтому я использую педаль тормоза для восстановления энергии. Честно говоря, мне так даже привычней. Ощущается почти как в классическом авто с ДВС, где есть легкое торможение двигателем.
Машина управляется легко, типичное ощущение Audi. Руль точный, прямой, без лишних движений. Сразу делает то, что нужно. А вот и поворот на 90 градусов. Поворачивая руль примерно настолько же, и автомобиль моментально следует за движением, очень азартно. Слышно, как мелкие камешки стучат под днищу. Покрытие здесь неровное, больше похоже на загородную дорогу. Такую типичную второстепенную трассу. Напоминает Porsche 911 GTS, там тоже шумоизоляция неизбыточная. Разумеется, сейчас это прототип, и в серийной версии будет заметно тише. Но именно это и подтверждает общее ощущение. По характеру она действительно напоминает электрический 911 Targa. Связь с дорогой отличная, отклик на руле живой, а вождение приносит настоящее удовольствие. Здесь установлены 21 диски и фиксированная подвеска без адаптивных амортизаторов. Думаю, позже такая опция появится. Пока все настроено под спортивную езду, и работает это, честно говоря, великолепно. Управляемость в целом нейтральная. Это не суперкар ради рекордов и не шоу-кар за $250 000. Да, он все равно будет дорогим, но по характеру настоящий гранд-турер. Идеально подходит для таких дорог, как здесь в Альпах. Мгновенный электрический отклик сочетается с балансом и удобством в повседневной езде. Сейчас подвеска настроена довольно жестко, но насколько я знаю, инженеры еще продолжают над этим работать. Когда появятся адаптивные амортизаторы, на длинных маршрутах станет заметно комфортнее. А вот участок с ровным сухим асфальтом. Попробуем чуть прибавить. Посмотрим, что получится. А вот так, разгон до 90 км в час. Отлично. Да, есть электромобили с более агрессивной динамикой, но здесь пойман идеальный баланс. Особенно для заднеприводной версии. Позже появится и вариант с полным приводом, но, честно говоря, он здесь и не обязателен. Мощности уже более чем достаточно. Разгон не ошеломляющий, в кресло не вжимает. Но уровень отдачи идеально выверен. Можно получать удовольствие, не перегружая мозг. Потому что у некоторых мощных электрокаров эффект бывает просто чрезмерным. Посадка здесь очень низкая, центр тяжести отличный, и благодаря умеренной массе автомобиль действительно приятно вести. Со многими электромобилями все наоборот. На трассе они хороши, но стоит добавить динамики, и вес сразу начинает мешать. В этом случае Audi сознательно удержала массу, не устанавливая гигантскую батарею. И инженеры сделали ставку на легкость и управляемость, а не на огромный аккумулятор на 120 кВт-часов и рекордный запас хода. Здесь все построено вокруг баланса. И именно это делает машину особенной. И тут напрашивается вопрос: Audi TT или Audi R8? Как мы уже видели и по внешности, и по интерьеру, этот автомобиль находится где-то посередине. И по ощущениям за рулем, та же история. Бензиновый ТТ, конечно, компактнее и чуть проворнее. А здесь динамика солидная, но без той экстремальности, что у полностью заряженного R8. По сути, это современное электрическое переосмысление. Смесь двух легендарных моделей, где-то между ТТ и R8. И посмотрите, как работает рулежка. Почти не приходится прилагать усилий. Руль прямой, точный, отзывчивый. И в отличие от многих современных машин, которые кажутся немного оторванными от дороги, здесь ты действительно чувствуешь, что происходит под колесами. А теперь откроем крышу. Пора прокатиться в кабриолете. Я ездил на похожих моделях. Например, на MG Cyberster. Пожалуй, она ближе всего по формату, но такие ощущения все еще встречаются редко. Конечно, при езде без крыши немного не хватает звука 6 или 8-цилиндрового двигателя, того самого эмоционального элемента. Но здесь круто по-другому. Слышишь все вокруг, чувствуешь поток воздуха и просто наслаждаешься тишиной. Особенно в такой обстановке. Альпы, невероятные виды. Смотришь вокруг. Горы, зелень, цвет. Просто красота. Мы на юге Тироля,
И, честно говоря, место для такой поездки лучше не придумать. О, а вот Илья стоит снаружи, снимает машину. Отличный момент. И сразу ловишь себя на мысли, что хочется ехать медленнее. Так тихо, спокойно, просто наслаждаться моментом. В этом есть особая прелесть этой машины. Можно ехать динамично, спортивно, а можно расслабленно и почти медитативно. И да, я как владелец S5, конечно, люблю поездки с открытым верхом. И тот самый звук шестицилиндрового мотора. Особенно в моей версии 2018 года без сажевого фильтра. И когда открываешь заслонку, получаешь настоящее звуковое удовольствие. А здесь все по-другому. Можно ехать активно, но с открытой крышей и без звука двигателя моментально переключаешься на спокойный расслабленный лад. При этом машина всегда готова к ускорению. Точнее, к мгновенному отклику на педаль. Реакция быстрая, особенно в поворотах. Надеюсь, на камере это хорошо видно. Как меняется свет, когда солнце пробивается сквозь тени на этих горных дорогах. Даже профессиональным гонщикам или мотокроссменам с таким бывает непросто. Глаза быстро устают, поэтому важно сохранять концентрацию и ехать с осторожностью. На скорости примерно 60-70 км в час появляется легкий шум ветра. Это скорее бриз кабриолет. Не совсем как мой S5, где можно ехать спокойно 120 км в час по трассе и почти не ощущать поток воздуха. Тем не менее, посадка здесь низкая, поэтому не холодно и в целом очень комфортно. Давайте еще раз, чуть энергичнее. Ага, теперь шум ветра стал отчетливее. Он появляется примерно с 80 км в час. Посмотрим, как это будет ощущаться в серийной версии. Здесь установлены двойные ламинированные стекла, поэтому в закрытом состоянии в салоне будет значительно тише. Но с открытой крышей из-за особенностей воздушных потоков уровень шума выше, чем, например, в моем S5 кабриолете. Скорее ближе к Audi TT Roadster. Это, кстати, типичная история. То же самое мы видели у Porsche 911 Cabriolet и 911 Targa, а также у Mazda MX-5 и ее версии RF. Варианты с жесткой задней частью всегда чуть громче. А вот у классических кабриолетов с полноценным ветрозащитным экраном сзади почти нет турбулентности. И можно спокойно ехать даже на высоких скоростях. Так что этот автомобиль словно создан для открытых поездок по альпийским дорогам, живописным трассам или, конечно, для города. Например, чтобы съездить в любимый ресторан. И даже без звука двигателя эта машина остается настоящим шоу-каром. Дизайн сам по себе притягивает внимание. Пока мы снимали, люди постоянно останавливались, фотографировали, рассматривали. Так что взгляды она собирает. И делает это в полной тишине. Честно говоря, я получил огромное удовольствие от этой поездки. Если бы я что-то улучшил, то, пожалуй, комфорт сидений. Как бы я не любил кабриолеты, а я действительно фанат открытых машин, кресла в моем S5 определенно удобнее, чем здесь. Надеюсь, в серийной версии их немного доработают. Сейчас это все-таки концепт-кар. Так что логично ожидать, что финальные сиденья будут мягче, уютнее и с лучшей боковой поддержкой. Пожалуй, это единственный пункт в моем списке пожеланий. А вот что касается ощущения от вождения, отзывчивости и главного вопроса, работает ли концепция. Полностью электрический родстер с открытым верхом, ответ однозначный – да. Он едет потрясающе и дарит массу удовольствия. Сегодняшняя поездка с Audi Concept C получилась действительно особенной. С нетерпением жду, когда узнаем его финальное имя и сможем рассказать больше технических подробностей. Станет ли он заменой S5 Cabriolet? Пока не уверен. Лично я хотел бы немного больше комфорта на дальние расстояния. Посмотрим, что изменится в серийных сиденьях и других деталях. А если захотите немного ностальгии, загляните на канал. Там есть обзоры классических Audi TT и Audi R8. Определенно стоит посмотреть.